Всем привет! Сегодня я вам расскажу, как правильно держать уши для того, чтобы вам не навешали на них лапши при покупке газовой поверхности. А продавцы в современных супермаркетах это делать просто обожают. Также я вам расскажу, на что нужно обратить внимание при покупке газовой плиты, на какие детали, какие особенности конструкции. Это все можно увидеть прямо перед покупкой, даже не разбирая газовую поверхность. Поехали! Итак, друзья, начинать надо с осмотра ручек. Ручку для начала необходимо просто снять при покупочке. Она стягивается вверх. Раз, и вы ее сняли. Во-первых, здесь должен быть очень плотный пластик. Чем плотнее пластик, чем тяжелее ручка на вес, тем лучше ее качество. Я думаю, во-первых, это просто понятно логически. Во-вторых, это закономерность во всех дорогих брендах. Чем дороже стоит обычная плита, тем качественнее у нее и ручки. Значит, на качестве плиты не экономили. Это очень хороший признак. Во-вторых, отверстие вот это вот, оно должно быть литое. Как вот вы здесь можете наблюдать, полумесяц здесь идет у нас литой. И не должно быть металлических вставочек. То есть вот здесь вот вы видите, металлическая вставочка есть внизу, но она у нас находится со стороны полумесяца, и она у нас не под нагрузкой. То есть если посмотреть вот так вот, вы видите, полумесяц идет вот по вот такой форме, и соответственно такой же самой формы и ручка. И на что нужно еще обращать внимание, здесь внизу, вот где ровная часть полумесяца, вот тут вот, не должно быть металлических вставочек вот таких вот, как вот здесь. То есть, если бы эта вставочка стояла вот здесь, то это было бы уже плохо. Сейчас объясню почему. Эти вставочки ставятся в ручки для того, чтобы ручка стояла плотно. Вставочки обычно ставятся под углом. То есть, вы их когда туда вставляете, она как немножко зажимается, упирается и стоит там. По мере того, как вы начинаете эту ручку поворачивать, крутить туда-сюда, эта вставочка у вас постепенно начинает разгибаться, становится ровненькой и выпадает из ручки. А когда она выпадает, она у вас может выпасть и сюда, и вовнутрь крана, и куда-то и потеряться, и может быть вам придется плиту разбирать, может самостоятельно изготавливать эту пластиночку, и ручка начинает просто вот болтаться на газовом кране, вы не можете ее провернуть, в общем это целый гембель. И чем еще плохо, когда здесь торчит такой полумесяц, он иногда идет из нескольких частей, то есть он, когда не литой, он может быть вот как в Bosch, из нескольких частей, нижняя пластинка и верхняя, и между собой он стягивается металлическим колечком. Я надеюсь, я эту фотографию найду сейчас вам и покажу. Так вот, эти металлические колечки с ручек просто соскакивают, и таким образом эта ручка начинает болтаться. И приходится придумывать всякие там проволочки, хомутики, там что угодно цеплять на них, чтобы они как-то держались и чтобы эти краны крутились после этого. Вот с такими вот хомутиками, как в Bosch, я не советую брать. Вот берите такого плана, как вот эта ручка, которую я вам показываю, она идет литая, и у вас с этими ручками проблем не будет, и краны будут нормально крутиться. Далее, друзья, необходимо обратить внимание на вот эти вот резиночки. Вот эти резиночки, во-первых, они должны быть максимально подняты. Вот если вы на вот эту резиночку посмотрите, она поднята вверх. То есть чем это хорошо, вот видите, вот ручка и вот ручка. То есть мы ее когда одеваем, ручку, то у нас резиночка практически вот раз, видите, и вот если даже что-то здесь мы будем что-то проливать с этих вот сторон, то сюда ничего не затечет. Это очень важно, потому что хозяйки очень часто заливают всякую химию, борщи и, в общем, кто на что гораст. И это все попадает вовнутрь этого крана, замыкаются электровыключатели, кроме того, клинят газовые краны, и возникает целая куча проблем, просто по причине того, что данная резинка сделана некачественно. И второе, на что смотрите, эта резиночка там должна стоять плотно. То есть я вот сейчас, смотрите, делаю пальцем вот так вот, раз, и резинка не отваливается, она не отпадает. А что бывает? Бывает обычно вы ставите ручку, она у вас к резинке прилипает, вы снимаете эту ручку вместе с резинкой, или здесь начинаете мыть, раз, резиночка где отпала, где отвалилась, где отсохла, и опять же у вас начинает сюда попадать влага, и вы периодически вызываете мастеров по ремонту. Когда вы смотрите, выбираете решетку для вашей плиты, решетка в принципе в хорошей плите, она все равно какая. Вот эта решетка, она, видите, вроде как вообще непонятно, то ли это чугун, то ли это сталь, но этой плите уже фиг знает сколько лет, и она абсолютно нормально работает. То есть, в принципе, это вообще несущественно, или сталь, или это
чугун, то есть в хорошей плите не прогорит ни то, ни другое. Однако, конечно же, присутствует в металле тот момент, что чугун боится нагревов намного меньше, чем сталь. И даже если вы выбираете газовые котлы, например, то вам дают 20 лет гарантии на стальной бак и 50 лет гарантии на чугунный бак. Поэтому, конечно же, лучше будет чугунная решетка, но на плите не прогорает ни та, ни другая в принципе. Только в дешевых китайских плитах. Далее обратите внимание на конструкцию самой поверхности. Когда вы выбираете газовую поверхность, смотрите, чтобы эти комфорочки, которые у вас здесь были, подняты. Смотрите, вот мы сейчас просто вот так же самое делаете и в магазине. Снимаете это все, не стесняйтесь никого, потому что вам потом жить с этой плитой и она вас кормить будет. Так вот, здесь комфорочка поднята. Почему это хорошо? Потому что если вы что-то разливаете, оно у вас стекает вниз и не остается здесь. То есть оно у вас не попадает в саму комфорку. То есть оно сюда где-то проливается у вас под низом. Вот, и все это стекает вниз и остается здесь. Таким образом, форсунка, которая находится здесь внутри, форсуночка, она не страдает. То есть комфорки должны быть максимально подняты вверх. Кроме того, смотрите, вот даже по конструкции этой плиты. Вот если на нее посмотреть, я сейчас вам покажу. Здесь идет уклон. То есть, если у вас здесь что-то проливается сверху, то оно все будет у вас стекать вниз. Вот так вот. Вот так вот оно будет все стекать и оказываться здесь. Чем это хорошо? Тем, что жидкость не будет застаиваться возле кранов и она не будет попадать туда. Тут это слабое место, я вам уже об этом говорил. Поэтому это место стараются максимально обезопасить резиночками и вот такими уклонами. Но эти уклоны есть далеко не во всех плитах, поэтому если вы выбираете, то старайтесь выбирать себе с уклоном, для того, чтобы оно все стекало и не попадало сюда вовнутрь. И что мне еще нравится, например, в форме данной плиты, если у вас что-либо и разливается, стекает, оно все остается вот в этой полости. То есть по периметру вы видите, здесь у нас идет бортик, и соответственно вся вот эта жидкость, которая у вас убежит, максимально останется в плите. Таким образом, она у вас не затечет сюда, не стечет на пол или еще куда-либо. Еще, друзья, есть такая элементарная элементарщина, тем не менее в китайских плитах я это уже замечал, и на это стоит обратить внимание. В каждой комфорке есть форсунка, откуда у вас идет газ. Так вот, берете, снимаете комфорочку, прямо в супермаркете, снимаете ее. И смотрите на вот эту форсуночку. То есть вот наша форсунка. И просто элементарно смотрите, чтобы она была в центре. Потому что я видел такие плиты, где она идет не по центру. И соответственно, как пламя может ровно гореть, если форсунка у вас не по центру. Но будет постоянно перекошенная, и вы с этим ничего не сможете сделать, пока не замените комфорку. Следующее, друзья, на что нужно обратить внимание, болты. Болты — это очень важная составляющая, это показатель качества плиты и также показатель дороговизны потом дальнейшего технического обслуживания. Чем хреновее у вас будут болты, тем дороже их потом будет отсюда выкручивать, выламливать, высверливать, перерезать резьбу и все остальное. Соответственно, если все болты у вас нормально выкрутятся, когда вы будете ремонтировать вашу плиту в дальнейшем, это может, конечно, быть через 3 года, через 5, но чем проще выкрутятся болты, тем дешевле вам обойдется ее ремонт. Так что, ребята, если вы хотите, чтобы ваша газовая поверхность проработала долго, чтобы она вас только радовала, чтобы еда на ней всегда была только самая вкусная и радовала вас живот, то обязательно прислушивайтесь к моим советам, которые я вам рассказал. Если обобщить, то обращайте внимание на устройство газовых кранов, микровыключателей, резиночек, которые находятся под кранами, на качество ручек, на качество плиты, то бишь решетки, о которой я вам говорил, о форме самой плиты. Посмотрите на уклоны, которые выполнены в вашей плите, защищена ли она от заливания. Самый главный фактор – плита должна быть защищена от заливания. Не должно происходить заливание жира либо любой другой жидкости в район ручек газовых кранов, для того, чтобы они не клинили, чтобы не коротила ваша электрика. Если вы хотите получить какую-то еще дополнительную информацию, которую я, возможно, не озвучил в этом видеоролике, вы можете писать мне комментарии. А также пишите ваши предложения, что бы вы хотели еще услышать, узнать по газовым приборам. Пишите мне это все в комментариях, я буду читать, и на самые интересные комментарии я обязательно сниму видеоролики. Так что всем спасибо за просмотр, оставайтесь на моем канале, и вы увидите еще много полезных и интересных
полезных видео. Я с радостью поделюсь с вами своим опытом. Всем пока!